Здравствуйте! Сегодня мы на канале Team Spirit Chess. Я планирую ответить на 50 вопросов, чтобы мы с вами познакомились поближе. С вами международный гроссмейстер Владислав Артемьев. Приветствую! Просыпаться в 8 утра или после полудня? Это, кстати, актуальный вопрос для меня. В целом, я люблю поспать. Но так как я человек семейный, у меня 2 дочки, поэтому приходится немножко корректировать свои желания и встаю рано. То есть, если я в Казани нахожусь, то где-то в 7, в половину 8 я уже встаю. Если на турнирах, могу поспать до 9. Тусовка с друзьями или тихий вечер дома? Зависит от настроения. В целом могу и то, и другое. Но скорее тихий вечер. Играть за белые фигуры или за черные? Все-таки больше предпочту играть белыми, потому что право выступки дает преимущество, на мой взгляд. Море или горы? Сложный вопрос. И то, и другое привлекательно. Но скорее горы. Футбол или баскетбол? Футбол. Какая любимая футбольная команда? Мне нравилась Барселона, когда за нее играл Месси. Турнир с участием Магнуса или без него? Тоже зависит от настроения, скорее с участием Магнуса, потому что в таком случае повышается масштаб турнира, статус тоже. Курица или рыба? Пожалуй, курица. 12 часов в бизнес-классе или 4 часа в плацкарте? 4 часа в плацкарте. Потому что быстрее, то есть если с точки зрения математики, то в 3 раза быстрее. А я ценю время. Быстрые шахматы или классика? Быстрые шахматы. Потому что они более динамичные и с точки зрения зрителя, мне кажется, более доступные. Без чего ты не сможешь прожить и дня? Мне кажется, что без сна и без воды. Любимый фильм? Это сложный вопрос. Когда я был маленьким или подростком, мне очень нравился фильм «Рокки». «Бойцовский клуб», наверное, хороший фильм. А так, в целом, я люблю документальные фильмы про спорт. Вот помню, про Мухаммеда Али был фильм, там Джо Фрейзер. Играть на живой доске или онлайн? Скорее на живой доске. Больше эмоций, соперника видишь. Блиц 3+0 или пуля 1+0? В моем случае блиц по 3 минуты. Хорошая шутка или интересная история? Интересная история. Горькая правда или сладкая ложь? Горькая правда все-таки. Забанить всех читеров или дать второй шанс? Это момент такой индивидуальный, мне кажется. Я по своей натуре все-таки человек, наверное, добродушный, поэтому второй шанс, но зависит от конкретного случая. То есть нужно анализировать. На черное или на красное? На черный. Когда последний раз плакал? Мне кажется, что может быть не так давно, потому что в жизни порой происходят события, которые трогают до глубины души. Даже, например, у меня дочка недавно закончила садик, то есть выпускной день был, слезинка у меня упала, так скажем. Е4 или Д4? И то, и другое зависит от соперника. У меня широкий репертуар дебютный. Играть в джинсах на турнирах? За или против? Мне кажется, нужно играть в том, что удобно, потому что партии порой длятся долго. Мне кажется, джинсы — это вполне приемлемый формат. Купить сейчас или купить по скидке? Зависит от конкретной вещи. То есть, если вещь такая дефицитная, ее сложно отыскать, то, наверное, сейчас. Иначе можно упустить момент. Если бы ты стал собакой, то какой? Хороший вопрос. Честно говоря, никогда об этом не думал. Бультерьер, например. Бульдог, может. Уронить флаг сопернику или ничья в равной позиции? Не знаю, зависит от партии. Все-таки соперника жаль немножко. Потому что если у соперника была выигранная позиция, и он при этом роняет флаг, это такая спортивная трагедия. Но если победа очень нужна, то все-таки падение флага соперника. Место, куда никогда бы не хотелось вернуться? Не знаю, честно говоря, такой немножко провокационный вопрос, потому что есть места более комфортные, а есть менее комфортные. Место, куда хочется вернуться? В этой связи могу вспомнить поездку в Сингапур. Несколько лет назад я был в Сингапуре, на мой взгляд, потрясающая страна. А также, на мой взгляд, Москва объективно один из самых комфортных, чистых и приятных городов мира. Поэтому Сингапур и Москва. Кино в озвучке или с субтитрами? Мне нравится с озвучкой. Играть по теории или импровизировать? Импровизировать по возможности. Что делаешь, когда не знаешь, что делать? В такой ситуации, мне кажется, вполне разумно сделать ход, который не ухудшает положение. То есть немножко улучшить фигуру, которая плохо стоит. Допустим, конь на краю доски, его поближе к центру подвести. Или какую-нибудь маленькую ловушку поставить для соперника. На что потратишь $1 миллион? Скорее всего, что-то такое жизненное, скажем, на квартиру, на машину, на развитие, скажем, на детей, на супругу.
в таком духе. $1 миллион прямо сейчас или победа на Рияде? Победа на Рияде. Что бы ты точно попробовал, если бы не боялся провала? Скажем так, я не очень люблю какие-то аттракционы, допустим, американские горки, но, в принципе, при определенных обстоятельствах мог бы. Первое воспоминание из детства. Пожалуй, вспомню из шахматного прошлого. У меня был первый тренер в Омском шахматном клубе, и он любил говорить такие емкие фразы, некоторые из которых запомнились мне. То есть он говорил, что пешка Е5 — это нож к горлу короля, например. Вот эта фраза мне запомнилась, то есть прошло уже там больше 15 лет, я помню до сих пор. Ну, также первый тренер говорил, что ты хорошо играешь, но никогда не зазнавайся, то есть уважай соперника. Вот, что-то такое. Любимый дебют. Пожалуй, испанская партия. То есть я его играю за оба цвета, чаще за черных, но и белыми тоже. Самая дорогая покупка. Наверное, квартира. Любимый бренд одежды. Честно говоря, я люблю просто удобную одежду и стараюсь не подстраиваться под какие-либо бренды. Просто если нравится вещь, я ее покупаю, ну, в разумных пределах. Нелюбимый дебют. Хороший вопрос. Наверное, каталонское начало за белых, потому что оно довольно скучное, и если соперник хорошо знает это начало, он тебя мучает, и тебе немножко противно во время партии. Ну, у меня такие чувства. Музыка, которую бы никогда не посоветовал слушать. Мне кажется, нет такой музыки, потому что под каждый жанр можно найти фанатов. Ну, музыка, она многогранна и зависит от человека, от его предпочтений. Мне лично музыка очень нравится. А на мой взгляд, она способна дарить положительные эмоции и давать веру во что-то светлое. Допустим, сложные жизненные обстоятельства. Музыка способна как-то успокоить. Твое слово «паразит». Не очень люблю мат в целом, то есть стараюсь редко материться. Вот. Конкретное слово сложно сказать. Самая странная партия, которую ты сыграл в карьере. Может быть, и шахмат Фишера что-то. Если брать из классических шахмат, то может быть в Кубке мира где-то, не знаю. Когда последний раз дрался? В школе, когда в Омске учился, помню, бывало пару раз, но ничего серьезного не было. Ну, где-то год, не знаю, 2012, может, например. Ты стоишь на вокзале с билетом в один конец. Куда он? Наверное, туда, где моя семья. И не важно, что это за место. Самый жесткий зевок, который ты видел. В памяти сразу всплывает партия из матча на первенство мира Карлсен-Ананд. В Сочи играли в 2014 году. Может быть, шестая партия, где Карлсен играл белыми. У него был очень такой приятный эндшпиль, перспективный. Но он какую-то легкую тактику зевнул, которую Ананд не заметил. Там буквально в 1-2 хода. И партию Карлсен выиграл. То есть, ну, учитывая то, что это матч на первенство мира, это был грубый зевок. Какая мелочь неожиданно сделала твой день лучше на этой неделе? Из последнего я могу вспомнить то, что мы с семьей посетили цирк имени Никулина в Москве. Я давно хотел это сделать, потому что место такое достаточно знаковое, и я лично очень хорошо отношусь к Юрию Никулину, много читал о нем, и у меня были исключительно положительные эмоции после посещения этого места. Если бы ты мог прожить один день в любой эпохе, куда бы вернулся? Хороший вопрос. Я, кстати, об этом иногда думал, вот где я хотел бы оказаться. Если говорить о шахматах, то мне лично всегда хотелось встретиться с Михаилом Талем, потому что, на мой взгляд, Таль был таким очень ярким человеком, то есть не только сильным шахматистом, но и очень таким харизматичным. Мне кажется, вот из шахматистов, которые сейчас играют на высоком уровне, чем-то Грищук его напоминает. Александр Грищук тоже такой харизматичный очень. Вот. Так что если бы можно было перенестись куда-то, то какие там 60-е годы прошлого века, может 70-е, и встретиться с Талем. Выиграть красиво или надежно? Надежно, так спокойнее. Восток или Запад? Восток. Худшее, что можно сделать во время матча? Мне кажется, мешать сопернику. Вот я так считаю. На самом деле, вот в моей практике встречались такие случаи, когда некоторые люди, шахматисты, они, может быть, сами того не понимая, отвлекали. То есть, кто-то любит там за спину встать и стоять. Мне кажется, это немножко отвлекает. Кто-то шумит, допустим, как-то громко кушает во время игры. Меня всегда это немножко нервировало, так скажем. Сыграть гроб или коготь бобра? Если честно, ни то, ни другое. Лучше b3. То есть я, когда был ребенком, даже уже гроссмейстером, часто применял b3, даже в классику. То есть это дебют, мне кажется, Бента Ларсеном. Вот. По крайней мере, Ларсен часто его играл. Станет ли Готэм Чес гроссмейстером? Честно говоря, этот вопрос для меня лично не слишком актуален. Но я знаю, что он популярный стример сейчас. Мне кажется, вполне возможно, потому что, во-первых, если у человека есть амбиции, есть мотивация, то это прибавляет его шансы. А во-вторых, объективно сейчас звание гроссмейстера, оно более доступно. То есть, сейчас проще стать гроссмейстером объективно. И много таких турниров не очень
сильных, где-то, я бы сказал, подставных турниров. Кто следующий заберет шахматную корону? Честно говоря, пока все выглядит так, что кто-то из Индии, потому что в мировой элите сейчас очень много индусов. Мне хотелось бы, чтобы кто-то другой все-таки, ну, для разнообразия. Просто сейчас, ну, настолько Индия плотно вошла в шахматную элиту, что хочется как-то какой-то изюминки, каких-то изменений. Если бы твоя жизнь была книгой, то как бы называлась текущая глава? Ну, скорее, движение вперед. Мне нравится такое название. Большое спасибо за внимание. Я бы хотел поблагодарить Александра. Было очень интересно беседовать. Надеюсь, благодаря этим вопросам и моим ответам вам удастся получше узнать меня. И в то же время я бы хотел пожелать всего наилучшего. Любите шахматы, болейте за Team Spirit. Совсем скоро стартует чемпионат мира в Саудовской Аравии. Поддерживайте наш коллектив, будем бороться. Всего доброго, до свидания.